Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, и мы с вами вспомним, какие масштабные копии выходили в российских и европейских журнальных сериях. Также покажу вам спецвыпуск «Медицинский автомобиль Варшава 202А», который предназначался для постоянных подписчиков серии «Культовые автомобили Польши». И модель журналом появилась 13 апреля 2016 года. И насколько я понял, эти бонусные выпуски не предназначались для продажи, хотя впоследствии их можно было встретить на различных торговых площадках, на аукционах, не всегда за адекватную цену, и свой экземпляр я приобрел в коллекцию совершенно случайно. Увидел модель в одном интернет-магазине, когда делал заказ, решил взять ее для полноты коллекции, и модель в оригинальном блистере без журнала мне обошлась в 5 евро 95 центов. И у меня в коллекции уже были Варшавы, классическая копия Победы, также автомобиль с четырехдверным кузовом седан, универсал, и для полноты коллекции не хватает только пикапа, который тоже выходил в серии «Культовые автомобили», и эта модель пока что не попалась мне на глаза за хорошую цену. Если ее увижу, то приобрету и, соответственно, на нее сделаю отдельный видеообзор. И так как у меня в коллекции нету оригинальной литературы к этому бонусному выпуску, мы посмотрим журнал из серии «Автолегенды СССР лучшее», где изображена классическая Победа ГАЗ-М20В. Мы вспомним, как выглядел этот автомобиль, из чего копировался польский клон. И также я вам для сравнения приготовил другие Победы, которые есть у меня. Например, вариант такси из серии «Автомобиль на службе». Вполне симпатичная масштабная копия, хотя есть ряд недоработок, которые очень режут глаз. И неаккуратная покраска, некачественный хром, очень много клея, также низкосортные материалы, из которых изготовляются масштабные копии. И, кстати, если понаблюдать за многими журнальными моделями, то по истечении 5-6 лет они полностью утрачивают товарный вид. Начинаются вздутия на лакокрасочном покрытии, также облазит хром, покрышки выделяют пластификатор, который разъедает колесные диски и так далее. И, кстати, на этой Победе уже упрощенные колесики с колпаком, отлитым вместе с ободом колеса. На более ранних Победах из серии «Автолегенды СССР» колпаки были в виде отдельных элементов. И, кстати, если вы присмотритесь, то задние покрышки почему-то больше по диаметру, чем передние. Возможно, покрышка разбухла, возможно, что-то еще. И, кстати, раньше я не обращал на этот момент внимания. Вот так выглядит днище, вполне хорошая проработка ходовой части, отдельный глушитель. И вот так выглядит задняя часть. Я думаю, у каждого из вас есть хоть одна Победа из журнальной серии. Следующая Победа, как раз от которой мы пролистаем журнал. Машина в довольно интересной схеме окраски, но в плане качества это, наверное, самый худший вариант, потому что лакокрасочное покрытие имеет очень много мусора, также некачественно нанесен второй слой, клей, опять же криво установленные детали и так далее. Я думаю, правильней бы было назвать эту серию «Автолегенды СССР худшая», потому что все те модели, которые входили в данную серию, по качеству намного хуже, чем в регулярных автолегендах. Покажу вам Победу с кузовом типа кабриолет. И вот этот серый автомобильчик, на мой взгляд, самый удачный. Здесь, во-первых, улучшенная светотехника, также улучшенные колесные диски и более аккуратная покраска и сборка. Правда, салон тоже черный, но при желании сиденье можно окрасить другим цветом. И, кстати, для этой Победы, я помню, выпускали поднятый тент из полимера, и вы могли демонтировать сложенный тент и поставить другую детальку. И таким образом можно получить два варианта исполнения. И последний автомобильчик с моего стола – это Варшава. По большому счету полная копия Победы, только видоизменили облицовку радиатора, добавили декоративные молдинги. И, кстати, облицовка у этого автомобиля точно такая же, как на медицинском варианте, а у седана и универсала немножко изменили переднюю часть и также изменили передние и задние бампера. Я тоже эти модели вам покажу чуть позже. И давайте быстро пролистаем журнальчик.
Здесь на лицевой стороне фотография настоящего автомобиля в очень красивом двухцветном окрасе. И вообще Победа довольно технологична для своего времени. И можно сказать, это действительно легендарный автомобиль. И если посмотреть на польскую журнальную серию, то там больше близких нам машин, нежели в румынской, венгерской, потому что в других журнальных сериях преимущественно копии французских автомобилей. Дальние родственники, Standard Vanguard, Fiat 1900, также события, которые происходили в стране в этот момент, кадры из фильма. Другие варианты Победы. Закрытый гоночный автомобиль у меня в виде ручной работы. Модель, сделанная методом гальванотехники, на нее я делал видеообзор. Открытого гоночного автомобиля в коллекции нету, но такую модель тоже кто-то выпускал. По-моему, какая-то мастерская. Также есть плакат. Вот такой вкладыш. Другие ракурсы. У нас настоящие Победы встречаются на дорогах летом, и это больше как ретро-автомобили. Естественно, они все отреставрированы, и варианты окраски самые разнообразные. Тоже есть и двухцветные машины, и классические одноцветные. Также присутствует схематический рисунок с габаритными размерами, технические характеристики и другие варианты исполнения. Фургон с цельнометаллическим кузовом, также экспериментальный фургон, полноприводный автомобиль и пикап. И эти машины уже делали на ремзаводах, а заводское исполнение только было с классическим кузовом типа Fastback. И также анонс на следующий выпуск — это ЗИМ-12. И такая модель у меня от нашего автопрома. И вариант из Автолегенд я не приобретал в свою коллекцию. И давайте посмотрим на сам медицинский автомобиль. Он поставляется в классическом блистере, который повторяет очертания масштабной копии. Подложка серого цвета, указан прототип, значок East Models, хотя в коробочке East такого медицинского автомобиля я ни разу не встречал. Возможно, он и выпускался, но на глаза мне не попадался. И машина более-менее аккуратно покрашена, хотя у меня есть дефект на водительском крыле, прорез. И, кстати, это, скорее всего, было повреждение в магазине, потому что также на блистере присутствует прорез. И, возможно, канцелярским ножом кто-то распаковывал упаковку и повредил масштабную копию. Не обращал на этот момент внимания, но посмотрел на видеоролики, которые я делал довольно давно, тоже, когда показывал эту модель, был этот недочет, поэтому, скорее всего, повредил ее уже не я. И у этого автомобиля белым цветом выделены носилки в медицинском отсеке и также кожух запасного колеса. И часть остекления сделана матовым. На крыше присутствует мигалка, также вентиляционные лючки, дворники и зеркало заднего вида в хроме. Более-менее нормальная светотехника, правда, вид портят черные точки. Также вполне симпатично смотрится решетка радиатора, поворотники обозначили оранжевой краской, присутствуют номерные знаки, и на этом варианте почему-то сделали другие колпаки, и они совершенно не походят на победовские. И, кстати, вы можете посмотреть, задний колпак чуть больше по диаметру, чем передний. Видимо, когда окрашивали колесный диск, закрасили элемент колпака. Нижняя часть точно такая же, как на классической Варшаве и Победе. Указан прототип и написано, что модель изготовлена в Китае. И давайте для сравнения покажу вам другие Варшавы, которые есть у меня. Например, белый универсал, тоже вполне хорошая масштабная копия. Колесные диски здесь уже намного лучше. Во всяком случае, они не залиты белой краской. И вы можете посмотреть, у машины отличаются решетки радиатора. И также бампера немножко отличаются по дизайну. Задняя осветительная техника тоже у универсала немножко другая. А днище точно такое же. И могу вам показать версию седан в двух вариантах окраски.
Один автомобиль у меня белый. И вот так могла выглядеть классическая Победа с кузовом седан. Но такой автомобиль не пошел в серийное производство в Советском Союзе. И вторая машина у меня в темно-зеленом цвете. И если присмотреться, то у модели отличаются решетки радиатора. На зеленом варианте отсутствует отверстие под кривой стартер, а на белом варианте есть небольшая черная точечка. А другие детали абсолютно одинаковые. И могу вам показать Победу, которая выходила в румынской журнальной серии. Тоже довольно симпатичная, в бежевом цвете. И тоже у этой модели есть ряд упрощений по сравнению с аналогом из серии «Автолегенды СССР». И последний автомобильчик – это Победа от производителя «Наш Автопром». Она сделана на тех же формах, что и продукция East Models, журнальные аналоги. И эта Победа стоила чуть дешевле, чем выпуски журнальных моделей в России. И у этой Победы окрашен салон, правда, одним цветом. И именно поэтому я и взял ее в свою коллекцию. Эта машина стоила в свое время 250 рублей против 320 за журнальный вариант. А других отличий здесь нету. И вот такая вполне симпатичная масштабная копия, которая может украсить вашу коллекцию, если вы собираете машины соцлагеря. Единственное, эти модели редко встречаются в открытой продаже за адекватную цену, и в основном на аукционах за них просят 20-25 евро. И, конечно, за эти деньги уже лучше купить что-то более стоящее, например, продукцию XO Models или модели в коробочках Maxi Champs. Но, тем не менее, это вполне нормально изделие за 5 евро. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.